Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии заметно увеличивается число банкротств крупных компаний. Закрываются компании с оборотом в десятки миллионов евро, что приводит к потере рабочих мест и снижению уверенности в экономике. Одновременно обострилась тема различий в пенсионных выплатах по инвалидности. Последнее решение суда закрепило для части пенсионеров по инвалидности более низкие выплаты до 185 евро в месяц, что стало предметом политического обсуждения для правительства Фридриха Мерца. В то же время в Гамбурге разгорелась дискуссия о финансировании оборонных расходов и портовой инфраструктуры. Крупнейшие порты страны требуют финансирования для задач безопасности, при этом бюджетные расчеты не совпадают и партии спорят о распределении ответственности. И это еще не все. В Берлине продолжается напряженная дискуссия по корпоративным налогам. Коалиция Фридриха Мерца, ХДС, ХСС настаивает на срочном снижении корпоративного налога, но СДПГ предупреждает о рисках для бюджета, а вот сам бизнес говорит о потере инвестиций. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии резко ускоряется волна банкротств крупных компаний. По итогам 2025 года, внимание, обанкротились 471 предприятие с оборотом свыше 10 миллионов евро. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Речь идет не о мелком бизнесе, а о компаниях, за которыми стоят тысячи рабочих мест. Экономисты отмечают, что это не временный сбой и не обычная рыночная корректировка. Причина – это именно слабая экономика, падение заказов, высокие издержки и отсутствие инвестиций. Многие предприятия больше не могут перекладывать рост цен на клиентов и просто не выдерживают нагрузку. Прогноз на следующий год вызывает серьезные опасения у экспертов. Аналитики ожидают, что уже в 2026 году число крупных банкротств вырастет еще на 10-20%, то есть может превысить даже 500 случаев. Сигналов к быстрому улучшению ситуации пока нет, компании закрываются быстрее, чем экономика успевает оживать. Для правительства канцлера Фридриха Мерца это представляет серьезный вызов. С одной стороны звучат заявления о поддержке промышленности и конкурентоспособности Германии, но с другой эти факты, то есть предприятия падают, рабочие места исчезают, а уверенность в будущем у бизнеса нет. Оппозиция утверждает, что антикризисный мир реализуется медленно и пока не дают эффекта для реального сектора. В Брюсселе же Урсула фон дер Ляйен говорит о необходимости укреплять европейскую экономику и снижать зависимость именно от внешних рынков. Но для компаний, которые закрываются прямо сейчас, эти заявления звучат запоздало. Им нужны деньги, заказы и понятные правила, а не стратегии Мерца или фон дер Ляйен на бумаге. Таким образом, мы с вами видим, что общая ситуация остается напряженной. Сегодня крупный бизнес в Германии падает быстрее, чем власти успевают реагировать. А 2026 год, по оценкам экспертов, может стать еще более болезненным. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В Германии тема пенсионных выплат вызывает обеспокоенность у большого числа людей. Речь идет о людях, которые получают пенсию именно по инвалидности. По данным, опубликованным немецкими СМИ, часть из них теряет внимание до 185 евро в месяц. Причина – это решение Федерального социального суда Германии. Суд постановил, что улучшенные правила расчета пенсии, которые, напомню, действуют с 2019 года, не должны автоматически применяться к тем, кто вышел на пенсию раньше. В результате пенсионеры с одинаковыми проблемами со здоровьем получают разные суммы и только из-за даты выхода на пенсию. Фактически это означает следующее. Тот, кто стал инвалидом и вышел на пенсию до 2019 года, остается на тех старых выплатах, менее выгодных условиях. Кто оформил пенсию после 2019 года, получает заметно больше, и разница до 185 евро каждый месяц, и она сохраняется пожизненно. Решение суда уже стало предметом широкой общественной дискуссии. Пенсионеры говорят о несправедливости системы, потому что речь идет не о бонусах, а о базовых доходах людей, которые уже не могут работать. Решение суда превратилось в политическую проблему для канцлера Германии Фридриха Мерца. Фактически государство закрепило разницу в пенсии, когда одни инвалиды получают больше, другие на 185 евро меньше каждый месяц. И это решение не временное, а пожизненное. Оппозиция прямо обвиняет власти в том, что правительство закрыло глаза на несправедливость, ссылаясь на формальные нормы закона. Для Фридриха Мерца эта тема политически действительно чувствительна, так как затрагивает текущие доходы людей на фоне роста цен и коммунальных расходов.
Любое такое бездействие здесь автоматически бьет по рейтингу правительства. На уровне Европейского Союза ситуация тоже выглядит показательно. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о демографическом давлении и росте расходов, но конкретного ответа для пострадавших пенсионеров нет. В Брюсселе обсуждают устойчивую систему, а люди считают свои реальные евро. Поэтому сегодня тема вышла за рамки юридического обсуждения и стала важным политическим вопросом для правительства Германии. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Гамбурге возникла напряженная дискуссия о финансировании обороны и портовой инфраструктуры. Христианско-демократический союз ХДС требует от правительства Мерца резко увеличить финансирование военных задач крупнейшего порта Германии. Порт должен быть готов к задачам безопасности и функционированию в сложных условиях, но финансирование для этого ограничено. Факты жесткие. Сейчас на все немецкие морские порты из федерального бюджета выделяется всего лишь 38 миллионов евро в год. По оценкам специалистов, для реальной военной готовности требуется около 500 миллионов евро ежегодно. Разрыв, как видите, более чем в 10 раз. ХДС напрямую указывает на пример Бремерхафена, который уже получил 1,35 миллиарда евро федеральных средств на военную инфраструктуру. Вопрос, который задаются в Гамбурге, звучит жестко. Почему один порт получает миллиарды, а крупнейший порт страны почти ничего? В ответ социал-демократическая партия Германии СДПГ перекладывает ответственность именно на ХДС. В СДПГ заявляют, что представители ХДС в Берлине годами не могли выбить финансирование для Гамбурга и теперь пытаются исправить ситуацию громкими заявлениями. Фактически стороны обвиняют друг друга в провале лоббирования интересов города. Для правительства Мерца этот спор становится показателем более широкой проблемы, то есть с одной стороны это разговор об усилении обороноспособности Германии и роли инфраструктуры в военных сценариях, с другой это реальные цифры бюджета, которые не дотягивают даже до минимальных потребностей. Пока Берлин обсуждает стратегию, регионы считают недостающие миллионы. Итог обсуждения таков. ХДС, Христианско-демократический союз, настаивает на ускорении финансирования с упором на вопросы безопасности. В то же время социал-демократическая партия Германии СДПГ отвечает обвинениями и отсутствием решений. А порт Гамбурга остается без финансирования. В конечном счете решения остаются за правительством Фридриха Мерца, которое должно определить распределение расходов в новых условиях безопасности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Берлине усиливается политический конфликт вокруг налогов для бизнеса. Христианско-демократический союз ХДС требует от правительства Мерца ускорить снижение корпоративного налога для компаний, то есть не в 2028 году, как предусмотрено действующим планом, а уже в 2026 году. Сейчас ставка, напомню, корпоративного налога составляет 15% и планируется ее поэтапное снижение до 10% к 2032 году. Однако ХДС считает, что экономика в стагнации и затягивание реформ делает Германию менее привлекательной для инвестиций. Партия выдвигает это требование как часть широкой программы налоговых льгот и упрощения административных правил. Это вызывает жесткое столкновение внутри самой правящей коалиции. Представители социал-демократической партии Германии СДПГ заявляют, что преждевременное снижение налога увеличит бюджетный дефицит и может подорвать финансирование социальных программ. При этом СДПГ подчеркивает необходимость сначала реализовать уже согласованные шаги в налоговой политике, прежде чем переносить эти сроки. Против инициативы выступают некоторые экономисты, которые говорят, что слишком раннее сокращение налога усложнит ситуацию с финансированием инфраструктуры и социальной защиты, особенно при ограниченных ресурсах бюджета. С другой же стороны, например, лидеры бизнеса и эксперты по промышленности поддерживают идею ХДС. Они предупреждают, что каждый год такой задержки снижает инвестиции, оттягивает рост и повышает риск ухода компаний из Германии, где налоговая нагрузка, вы знаете, остается выше, чем в ряде сопоставимых стран. Поддержка со стороны крупнейших отраслевых союзов усиливает давление на правительство Мерца принять более радикальные меры сегодня. Сам канцлер Фридрих Мерц публично говорит о необходимости использовать налоговые рычаги для стимулирования экономики, но при этом ограничивает свои обещания из-за текущей бюджетной ситуации, признавая, что не все можно сделать сразу. В результате текущая дискуссия уже превратилась не в технический спор о датах, а в глубокий конфликт внутри правительства, где сталкиваются ценность быстрых налоговых льгот для бизнеса и опасения за финансовую устойчивость бюджета. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.